Той жизни уже нет, которая была до войны. Все поменялось, в корне все поменялось. Жизнь стала совершенно другой. Начинать войну, или войны, там, или еще что-либо, или конфликты, это влияет на жизнь каждого человека. Наша жизнь зависла вот в какой-то временной петле, я не знаю. Получилось как граница до войны и сейчас. Работа разминирования как есть такая пословица у нас. Сапер ошибается один раз. Если бы не было войны просто-напросто, я бы в жизни не стала сапером, я бы в жизни никогда с этим не столкнулась. И вот так сложилась моя жизнь. А так, що маємо, то маємо. FSD started to work in Ukraine already in 2015. When we moved out of Slavyansk and of Mariupol and moved to Chernihiv, we started a new mine action program. So we are currently on a huge drive to hire more staff, to hire, of course, new deminers, train them from scratch. So all the deminers that come through have to go through a training process to qualify them before they can go on the ground. Now, when we are holding the detector, we need to make sure it's roughly 2 to 4 centimetres off the ground. If we are too high, we are reducing the detection depth of the detector. So potentially that ground has not been searched correctly. And we all know what could happen if we don't search the ground correctly. Deminers come from all kinds of walks of life. До военных действий в моей стране я занимался природоохранной деятельностью. It's one of the interesting things about the job is deminers come from, you know, former managers working in quite high-profile jobs. У меня были офисы по продажам. To people who worked as a beautician and everything in between. Работала педагогом, и хотелось помогать очищать землю, чтобы дети не подрывались. С началом войны мы остались без работы, сменили 4 места жительства и приехали в город Чернигов в компанию FSD по работе. В неделю мы здесь. Мы приехали всей семьей, я приехала с мужем, дочь и кот. Мама осталась в оккупации, папа остался в оккупации. Какие чувства? Это боль, переживания каждый день. И утром, и вечером мы с ней на связи. Если вчера вот так шел отстрел, то нам в двери как раз у подвала. Так, тогда надо вам что-нибудь а чем двери можно заложить? Мешки с песками. Да. Мы таскать не будем, да. А чё? Дед что потянет? Потому что духу нету. Бабуля, надо. Так не, а где песок брать? Так, землей ему что-то. Нет, ба, это не глупости. Это все будет хорошо. Все. Наше сделаем. Мы должны были ехать к ним 26 февраля. Началось все. У них утром, вечером была Украина, а утром уже была Россия. Это был авиационный обстрел, все, у них не было возможности выехать.
Елена, у тебя порядок? Да, бабушка, все хорошо. Уже там компанию нашла себе? Нет. Она не выходит, она не хочет никуда выходить. Ну, это временно, отдохни. А ну ты что, 2 месяца, сколько страданий, рыданий, нафиг надо. Мы тебя любим, бабуля. Було пряме попадання в будинок. Сам прильот був в цю кімнату, так ішов. Я працював в іншій сфері взагалі. Монтаж вентиляційних систем і кондиціонування повітря. Під час обстрілу російських військ було пряме попадання в будинок, и оно как грохнуло. Вот те двери даже залетели сюда. Можете представить, какая сила волны была. У меня вот осталось до сих пор, я тогда смотрел на детей, это ужас просто. Они так ревели, что я вот никогда не видел, что они так плакали. И, кстати, после обстрела вот кассетками 40 человек погибло, это у нас в селе. У нас тут нещасний випадок. 2 сім'ї на одній машині підірвались, поїхали за грибами. Це ось буквально 2 сім'ї пропало, молоді, муж і жінка. Це небезпечно взагалі от ходити. Якщо раніше ми то в ліс ходили, то туди, то сюди. Тобто моя задача треба попрацювати над цим. There are lots of accidents with landmines and unexploded ordnance. It's tremendous. It's almost on a daily basis. Let's face it, Ukraine is probably the most mined country on the planet at this stage. The Chernihiv and Chernihiv Oblast, the region, is very much impacted by the first phase of the war when Russia tried to push through to Kyiv. So Chernihiv is basically on the road from Belarusia to Kyiv, where this huge armored column basically tried to move to the capital and seize it. So yes, there was much fighting, and there is of course a huge problem of unexploded ordnance and of landmines. Также и я был в городе все это время. Я это все видел на своих глазах. Конечно, много было разрушений, много людей пострадало. Попадание просто в жилые дома. В частности, даже там, где я живу, возле моего дома. Во двор дома прилетел снаряд. Сюда был прилет снаряда, вот место. И получились последствия, вот сгоревшая машина, сирена, воздушная тревога. Опасность. Скажи, что воздушная тревога. Well, that means that the alarm. Переводи. Когда стреляла, пошло по дому. На данный момент активные боевые действия у нас закончились. Российская Федерация как бы вывела свои основные войска, но по-прежнему у нас продолжается опасность ракетных ударов, артиллерийских ударов по области. Здесь люди сидели и как бы пережидали воздушную тревогу, в которой ты сейчас ты и попал в нее. То есть и вообще сейчас, в данный момент, с той ситуацией, люди себя чувствуют неспокойно в нашей стране и, в частности, даже в нашем регионе. Yeah, I mean, it can be challenging at times in any environment like this. The air alarms do disrupt the day quite a lot, but it's just something that you become used to. It's important that you don't become complacent to it. Лично мое ощущение, да, когда звучит сирена, это немного жутко. В укрытие надо вообще-то по-любому, при любом раскладе. А не так, как сегодня утром, да, что говорят. Встали, окошко открыли и слышим, что бахает. А что дальше делать, знаешь, вот какое-то бежевание такое пошло. Ну что, я считал, 7 раз насчитал. Я не считал. Это мало ты насчитал. Ну, Да, я больше было, не слышу. звуков было больше. Now I've become quite attached to my hands. So when I'm doing this, I always put one hand behind me. So if this actually detonates during the excavation, I still have one hand that will work. As you can see here, there is a circle
Okay, nothing in nature is going to be that round. He was scraping the edge, but you don't want to be putting direct pressure onto anything, because if he does do that, it'll probably be the last time he does it. Don't worry, this is just the first demonstration that you're getting. There will be more time, okay, before you do this for real. До начала полномасштабного наступления я никогда не планировала связывать свою жизнь с военщиной, либо вообще заниматься какой-то такой именно профессией, где нужно работать руками. Я уволилась с прошлой своей работы, я работала самым-менеджером буквально за день до начала войны, могла найти работу. И у них есть вакансия сапера разминирования. И так получилось, что я изначально решила для себя просто попробовать поработать там 2-3 месяца, а вот там найду, может, что-то нормальное. Алло, да, мамуль, привет. Привет, моя красавица. Как твои дела? Но мама, конечно, была в шоке, потому что она понятия не имела, что я когда-нибудь дойду до такого, что буду заниматься разминированием, работать сапером. Я всегда думала, что ты будешь каким-нибудь там бухгалтером или еще кем-нибудь. Парикмахером, да? Ну, парикмахером, да. Более женственной работой какой-то была занята. Ну, а твой выбор, я смирюсь со всем. Что ты выберешь, что я и поддерживаю всегда тебя. Ну, я тобой горжусь, что ты вот... У меня есть семья, жена, 2 дочек. Я им не рассказывал о рисках, которые будут сопровождаться в моей работе. Тедик, чтобы они сильно пока еще не волновались за меня. Боится. Испугался. Просто сказал, что это как гуманитарная организация, которая помогает очистить территории от... Но то, что я буду заниматься сугубо разминированием, я пока еще скрыл от них. Взорвали тюрьму Елену, и погибли наши военные пленные. Но в дальнейшем мне все равно придется им сказать правду. Пока я стараюсь их, чтобы они не волновались. Но хотя все равно говорят, что война еще продлится до следующего года. Надо будет с этим как-то жить. Есть такой небольшой вердикт, что в Украине настолько сильно загрязнена территория, что нужно ее будет очищать около 120 лет. Поэтому я думаю, что мне еще до пенсии. Мой уже нынешний муж. Нам работается отлично. На работе мы с ним особо не пересекаемся. До войны, до данной работы мы работали вместе, жили вместе. Изначально он мне не нравился вообще. И потом он меня пригласил в гости на борщ. Так мы начали встречаться. Борщ. И мы успели пожить с новым ремонтом только 2,5 месяца, и после этого началась война. Дому тоже доставалось, потому что первые 3 этажа дома постоянно прилетали какие-то осколки, поэтому нам пришлось, все-таки, чтобы было безопасно, уйти в другое место. Мини-сюрприз. Опа! Это тоже осколком пробило нижнее стекло и летело осколок, пробил дверцу и застрял в стенке холодильника вообще. Потому что, когда мы сюда пришли, здесь выглядело все не так хорошо, как это можно видеть. То есть у нас побиты окна, порваты потолки натяжные, то есть стены тоже разрушенные. Также мародеры выломали двери. Russians go for the street for tanks. I see fighting tanks for window. Между 8 и 9 этажом танк выстрелил. Чтобы вы просто понимали, Денис очень долго копил на эту квартиру, он очень долго на нее зарабатывал. Да, мы работаем, мы все заработаем, мы все восстановим. То есть это понятно, но просто с другой стороны, почему я должна это делать? Почему я не могу просто спокойно жить и к чему-то расти, и к чему-то развиваться? Сейчас люди с FSD, когда посмотрят потом это, и все. Что? И кто я там буду? Я скажу, что ты мой раб.
Совсем уже не говори такого наказа. Уже крепостных отменили. Ой, беда. Женился. Да. Но как мы уже 4-й год жили вместе, поэтому уже пережили ковид, потом боевые действия, решил, что уже пора. А когда у нас свадьба была? 12 апреля. Ладно, правильно. А знаешь, почему запомнил? Потому что это пароль от моего компа. Поэтому... Ну, после боевых действий, как прошли в Чернигове боевые действия, мы... И там уже непосредственно я сделал предложение 12 апреля. Наоборот, как-то не очень. Ну, в плане за то, что не те эмоции, я думаю, я свадьбу в любом будущем хочу делать, хорошую свадьбу с друзьями, с родственниками. So the goal is always to build the national capacity. So eventually local nationals can run the project. Well, initially we tend to bring in internationals who've got their qualifications that they've normally gained over many years to help build that national capability. I did it for 10 years in the British military, and I worked my way up the team. So I started as a searcher, swinging the detector. Then I was the team leader in charge of the 5 people in my team. But be prepared to do a lot more training. Coming from the background that I come from, 16 years in the military, I expected to come to civilians and there would be a bit of a pushback, but they're brilliant. They're really keen to learn, they're very interested. You need to visualize it in your head. So what this thing's telling you, we can listen to what it's saying. Obviously it's their country, so they want to work hard. We need to drop the detector in the hole and then out again. 1, 2, 3, 4. The detector head follows the ground. 1, 2, 3, 4. Relax your body, stop being so rigid. Are you comfortable in what you're doing? So that's a good little learning lesson that we've got there. Visualize in your mind, this is dangerous. Better. Go in the shade, take a break, make sure you come back onto a different lane. I can see it. Can you see it? Center is here. Smack bang on it. Yeah, not bad, yeah? Spend the time to try and understand what the detector is saying to you and visualize it in your mind. I need some time to... Yeah, baby steps. That's how we can't run before we learn how to walk. They've only had 2 days training, but what they produced after 2 days training, I'm happy with. Okay. Very happy with it. I've made some notes. Some are obviously a lot stronger, more confident than others. Okay. So, happy with the results so far. Okay. Вот так вот как-то, ну, здесь был дом. Уже вот родственники у нас тоже пострадали, у них был разбит дом полностью. Я, в частности, тоже помогал сестре разбирать завалы ее дома. Осталось ничего. Ну что, вот это был наш дом. Ты только не плачь, не плачь. Не расстраивайся. Спокойно рассказывай. Здесь вы жили. Где твоя комната была? Моя комната? Да. Вон вот была комната. Вот это была комната, где мы прятались. И просто оно все сложилось. Да, все сверху сложилось, начало падать. Когда нас спасли, все удивлялись, что у нас не было ни единой царапины, не просто ушибы. Что остались живы вообще. И тот дом пострадал, и этот дом пострадал. И вот здесь соседи. Русские были там, наши стреляли туда, они стреляли в ответ. И никто не обращал внимания, что здесь живет мирное население. Да, я этот дом очень любили. Очень любили дом. Хочется строить. Я не знаю как. Да. Я стараюсь. Очень много
Горе принесла эта война людям. Не верилось вообще, что это может быть, потому что... Да, никто не верил, что Россия может напасть на Украину. Нас всегда заверяли, что мы братский народ. Я в свое время училась в Калининграде, жила в России, жили, дети там родились в России, поэтому для вообще до сих пор не верится, что от россиян мы остались без жилья. Да. Я понимаю, так как взрывоопасные предметы, они будут еще на протяжении очень многих лет приносить проблемы моему народу. Потому я и решил заняться именно этим. В этом направлении себя дальше я вижу. Он там бомбу сбросил, и 2 бомбы, наверное, или 2 или 1, которые еще даже не разорвались, они так и лежали в огороде. И там месяц людям вообще не разрешали никуда выходить. Я очень хочу принять участие в очистке земли от всех этих вредных предметов. Но сейчас, в принципе, мы стараемся тему войны дома не поднимать, потому что муж прекрасно понимает, что я сильно из этого расстраиваюсь, у меня начинает портиться настроение, я нервничаю, я стараюсь не смотреть новости лишний раз, хотя, в принципе, тема войны окружает меня ежедневно, с утра и до вечера, каждый день на протяжении уже более года. Здесь был очень большой торговый центр, здесь не только были строительные материалы. Благодаря русским ракетам здесь все сгорело. И мы видели только оттуда, как он уже горел. Вот. А там уже дальше магазин. Тут было и кафе в середине. Денис уже давно хочет детей, но мы с ним это много раз обсуждали. Он прекрасно понимает, что я хочу этот вопрос пока отложить на будущее. Когда ты без детей, ты, грубо говоря, я сейчас только волнуюсь там за Надю, за родителей и за кота своего. Ну и дождаться, пока когда закончится война. А детей как-то я хотела всегда. Я бы, в принципе, думаю, я бы и раньше родила, просто у меня... Когда не знаешь, там прилетит бомба, ракета, неважно, давать жить новому человеку, отдавать ему все и непонятно, чего ждать в жизни. И многие мои решения будут влиять от того, как вообще будет происходить у нас дома. То есть если у нас дома будет спокойно, мы будем, конечно же, развиваться. Наша жизнь зависла вот в какой-то временной петле, я не знаю. Да, у нас есть в Чернигове именно попадание именно в школы, которые были разбиты. То есть там, то есть в этих местах не было никаких военных, там находились просто гражданское население. Які маєте мрії ви? Хто готовий з нами поділитися, так? Кажи. В майбутньому я хочу стати великою художницею, навчати других діток в малюванні. Ми бажаємо тобі успіхів. Так, сонечка? Я хочу стати, коли виросту, модель. Нічого собі. Молодець, так. Я хочу стати, коли я виросту, я хочу стати воєнним. Військовим ми бажаємо тобі успіхів. Молодець, так, сонечка? Я хочу полетіти в Єгипет. Ух ти, ну я сподіваюся, що твоя мрія незабаром стане реальністю. Доброго дня. Так, давайте все ж таки поділимося з вами нашою мрією. У нас є мрія, щоб ви ніколи в своєму житті не натрапили на вибухонебезпечні предмети та міни. Ви допоможете здійснити нам нашу мрію? Добре? І ми представники Швейцарського фонду з протимінної діяльності. Сьогодні ми з вами
дізнаємося купу нової інформації стосовно мінної безпеки. The core of it all is, of course, a technical activity, demining. But before we actually start the demining process, risk education is fundamental. And especially with children, this has a huge impact. We should not forget that 50% of mine accidents happen with children. На що слід звертати увагу, щоб ніколи не натрапити на такі пастки? Because children are curious, and when they see something on the ground, they tend to mess with it, and that's where the accident happens. So risk education is something we do before we start demining, and while we are demining, we continually do it. Давайте все ж таки подивимося, які ж вони бувають у реальному житті та як вони виглядають. Давайте подивимось, наприклад, на цю міну. Бачите її? Величка. Якщо на неї наступити, вона вибухне. И приехал в ФСД, и я знал об этой организации, поэтому я подал заявку. Считаю, что я приношу пользу, и наоборот, эта работа вызывает у меня позитивные эмоции. Виходь. Так, граната, добре, 2, сідай, молодець. Добре. Сонечко, виходь до нас, так. Мы проводим информирование, то есть Так, протитранспортна, 3, молодець. То есть та сегодня лекция, которую вы увидели, это самая маленькая для самых малышей. Растяжки або міни. Так, звичайно, вона може бути замінована, або там можуть бути залишки вибухонебезпечних предметів. Ми бачили з папою по дорозі відстатки від міни. Так, залишки від снаряду. Ну ти ж тепер знаєш, що туди ходити не можна. Ходити не можна. Тому що вона дуже небезпечна. Разная категория зависит от сама подача. То есть если для детей это более в игровой форме, с мультфильмом. Зупинитися, коли побачив вибухонебезпечний предмет. Так, піднімати речі, які тобі не належать. Молодці. Фотографувати вибухонебезпечний предмет. Не можна. Молодці. Жена она уехала в Европу и на данный момент находится в Европе в статусе беженца. Я не делю, это мой ребенок или это чужой ребенок. Для меня это все дети, которым мы обязаны донести. Мы им пытаемся донести, то есть вся подача, чтобы мы говорим, что таких предметов много. Якщо побачив міну, перше правило яке? Зупинитися. Зупинитися. Молодці. Молодець. Наступне правило. Молодці. А куди? Наступне правило. Повідомити знайомим дорослим. Молодець. І останнє правило. Коли телефонують вже дорослі? Коли дорослим. Дорослі кому повинні телефонувати? 101. Молодець, давай 5. Чудово. Все, добре. Очень жаль, что они должны это знать в наше время, но на данный момент это так. What we're going to do now is we're going to move on to the detector assessment. It's going to be individual, okay? I will set up, and then once I'm ready, I will call one person and you will go through the assessment. We have to select people. Obviously, we try and train in and not select out. And they need to have a level of robustness, patient, quick learner, who's got discipline. But, you know, some people just aren't suited to the role. When he stepped here to place that marker there, you were stepping too close or into an area that was unsearched by the detector. A small error, okay, but unfortunately that has caused him to fail this assessment. Don't be disheartened by it. We will re-educate and reassess you at a later stage. So yeah, there's definitely a cut-off. It's not an attendance course for people to do. They have to sort of fit the profile and pass the assessments, be able to operate the equipment and demonstrate that they're safe. Obviously, it's still the early stages. It's just he made that fatal error at the end, which for me was a massive safety fail. No doubt about it. I'd rather them make the mistakes here than out on the ground. Right, so no pressure. Yes, no pressure. All I'm going to ask you to do is what we've been doing the last couple of days. The marking system works green, amber, red. If I mark you down red for anything, that is a fail. Other way around. It's okay. Talk me through what you're thinking. Но пока я не могу еще точно определить его размеры.
центр. Здесь центр. Okay, so going off what we've discussed, look at the size of your marking now. Да, я совершил ошибку по маркерам. Made a Я mistake about the markers. разместил маркеры примерно по границам очертания этого предмета. Okay, good. Okay, happy days. So as you can see here, okay, there is just a metal bar, okay? Металлический прут. Happy? Now, the way that you were swinging the detector was good. All that you need is a little bit more time for you to understand what the detector is telling you. I have marked you down just slightly for your pinpointing. Brilliant, thank you very much. If you want to put all your equipment back, and then we'll bring the next person in. Ничего не страшно, ничего не... Выбирайте любую линию. Все спокойно, главное. Ты все знаешь, делай так, как ты знаешь. And this guy also, yeah? You would benefit from a lot more time on the detectors. Okay, no problem, no problem, no problem. I like him, and I like him. Those two. Okay, they're both very, very good. I would like to have him in my team if he wants to be in my team. This one. Yeah. Как раз еще был новый набор персонала в ФСД, которые только прошли обучение. Мы начали знакомство с командой. И пройдя обучение в ФСД, я еще узнал для себя очень много нового. Потому что тут еще много чего. Ну, учись, тебе придется. Как бы уверен в себе и выхожу в завтрашний свой первый рабочий день с уверенностью. Я готов ко всем рискам. Всем доброе утро. Welcome to the summer camp that you can see to your left and shown on the map here was occupied by the National Defence Force and came under attack shortly after the 24th of February. The boxes that you can see which are doubled are buildings which have been completely destroyed. The hazards which we can expect to find: small arms ammunition and F1 grenades. There is no main threat in this area. Some of the soldiers may have dropped or left their RPGs or grenades in these trenches. The Ukrainians want to restore the place and they want to bring it back to be a summer camp for kids. Our demanders are highly motivated, they want to find everything, so they search thoroughly. Some of them, one of them at least, came here as a kid. So for him it's like closing the circle, and now he's coming as an adult to clear that from the war and bring it back to children that they will have the same experience as he had. We're getting a big long straight line, we're just going to walk through there and look for any small arms ammunition. To be honest with you, this task that we're having here, it's pretty good for shaking out the teams that we've got trained so far. We're not throwing them straight into the deep end, making them look for mines. We are just doing a battle area clearance. So it's basically giving them visual search. Obviously, each task is always going to be different. It's a good little start job. Basically, the task is not a high risk, so as a first day of work was actually a good place to start. I'm buying beer in the evening for the first guy who will find an RPG-7. They're motivated. Just make sure that you're going to find the RPG, not the RPG will find you. All right, let's put on our gear. Search carefully. If there's any signal, I will investigate and see. First they search around in the vegetation, in the banquets around the trenches, so they will get accustomed to the equipment and to the environment. Only then we start to go into the trenches. Здесь какой-то совсем слабенький сигнал есть. And you can see that, you know, the first time you take a deminer and you ask him to excavate a signal, he said, "Can you show me?" Yeah, I can show you. Of course. Carry on from here. The site itself, we're not expecting to have any like booby trap or any dangerous items. There might be some ammunition that was left behind by the soldiers. And they found the first grenade today. It was a safe grenade. Right, get your gloves. We are clearing this area here. It's a children's area. We're going to make lines, but every area's still got to be sieved through. Конечно, за такой, как бы я считаю, это короткий промежуток времени работаем, и также в это время мы опять же продолжаем учиться. Ну вот смотри, патрон не разорвавшийся. Смотри, как раскрывает их. Каждый для себя что-то находит, каждый день что-то новое познает. Граната.
Yeah, in there, grenade. Неделя была очень насыщенная, потому что я никогда не работал в такой специальности и даже понятия не имел, что будет вообще. So I'm looking for any explosive ordnance hazards. So any grenades that have been left behind, RPGs, any ammunition. Мы обследовали все здания, которые были на локации. По сути говоря, мы просто заходили, куда можно было зайти. Я работал как аналитиком, поэтому это только финансы, только цифры. А здесь то это не сидячая работа, потому что за 3 года немножко устаешь от экрана монитора, и все, ты ничего не видишь, по сути. Ты обследуешь что-то новое, ты ищешь, какой-то даже адреналин есть в этом, что можно что-то найти, даже если это что-то опасное, но все равно это было достаточно интересно. И делали пометки, безопасно ли это здание или нет. Red is danger. C is clear. So I've gone in there and I've looked for anything belonging to the border force, to the military. Well done for today. Fantastic effort, both doing the trenches and well done for finding that RGD5 hand grenade. Good effort. I think it was the right amount of difficulty. Gradually, the complexity is going higher and higher. Я не очень эмоциональный человек в принципе, но когда, про первый раз, было как-то немного не по себе, как-то первый раз, конечно, то есть так, что это? Немножко страшновато. Поначалу, да, когда я что-то находил такое взрывоопасное, это было там сразу такой шок. Почему сантиметр за сантиметром? Потому что вот здесь ты проверила, сейчас через сантиметр может что-то быть. И потому это приходится это делать щепетильно, медленно, но тщательно. Но если каждый раз от каждого сигнала труситься, настраивать себя на то, что, сейчас что-то случится, естественно, ничего хорошего с этого не случится. То есть поэтому нужно настраивать себя на позитив. Ты уже определяешь, что это, или это взрыватель, это какая-то, может быть, там, граната, или патрон, или тот же самый болт. В данный момент я уже к этому отношусь намного спокойнее. Главное — это сохранять трезвый разум, понимать четкость действий, которые изначально нас обучали, соблюдать все правила безопасности, и все будет хорошо. Я сделала правильную эскавацию. Она никак не могла бы выпасть или детонировать. Richard, help me, please. At the moment, at this stage, at this level of training, you've marked it and you've withdrawn back, and the team leader is now going to come and do the excavation. А потом просто с каждой моей находкой мне уже становится более спокойно. I think they're doing great. In a few months, we will be able to choose the people that will go to team leader course, because at some stage, we are the international will have to leave and hand over the program. Amongst those demanders in the 3 teams that you see working here today, probably they are the next team leaders in a few months' time.
изначально, когда я просыпаюсь утром, собираюсь на работу, я прекрасно знаю, на какую работу я иду. Потому что я работаю сапером, занимаюсь разминированием территории. Каждый сигнал, который я копаю, я рассчитываю там увидеть какой-то взрывоопасный предмет, либо остатки от взрывоопасного предмета. Опасная работа, но если делать все правильно и с осторожностью, то нечего волноваться. Самое сложное начнется, когда закончатся обстрелы. Там будет максимально больше объемов работы и совершенно другой уровень. Буквально после того, как ты уехал, я, как можно сказать, раскрыл все карты, я признался ей. Она была немножко в шоке. Все время переживала, спрашивала, чем он занимается, насколько это опасно. Ну, по-своему, по-женски поддерживала его. Ты еще не опаздываешь? Ну, уже надо выйти. Больше уже делился всеми нюансами нашей работы, объяснял, что чтобы она не волновалась, что у меня все хорошо, и я... Я поняла, что это для него важно, поэтому для этого нужно было время, и мне к этому всему нужно было присмотреться. Где мои ключи? У меня есть ключи. И потом, когда проходит, по сути, 9 месяцев моей работы в FSD, мне говорят, мы хотим, чтобы ты приняла участие в тимлид-курсе, типа прошла обучение. Я такая, в смысле? Ну, конечно. Но мне действительно стало приятно то, что меня, так сказать, добавили в список избранных людей, то есть, что я вот такая молодец, то, что я прохожу обучение. Естественно, мне приятно было. Ну, по-другому не может быть. Итак, завтра вам предстоит практически подготовить заряд для уничтожения там какого-либо боеприпаса. То есть сейчас 15 человек, которые проходят обучение, и потом из нас 15 выберут 6 человек, которые будут руководителями группы с разминированием. Я теперь, конечно, не смогу это переплюнуть. Нет. Может, переплевывать и не нужно. Нет, для этого это... Ого, ничего себе. Даже с дырочкой. Но еще 6 человек это будут люди, которые будут помощниками тимлидера. Шнур ми вставляємо в капсуль-детонатор на витягнутих руках, перед обличчям. З двох сторін ми обережно піджимаємо капсуль-детонатор. Мне безумно понравилось, потому что я узнала очень много нового. Спасибо. Very good. This is the biggest FSD star of the mining level 100 IMAS maximum. Dima from today began drinking the water with iodine in case of nuclear strike. Iodine? Йода. Тут докапывать, на эту копать. Короче, работа не Да, блядь. Хули там пиздеть, блядь. The plan today is obviously we're starting to clear this sort of first strip now. Let's see if we can get that 25 by 25 cleared. We're nearly there. То есть каждый флажок, это говорит о том, что там в земле детектор нашел какой-то сигнал. Этот сигнал, мы его не видим. Этот сигнал находится под землей. Там от трактора какой-то болт может лежать. Или там может быть взрыватель от снаряда. You can see the sort of amount of contamination we're dealing with. There's a lot of them, yeah. Временами бывает скучно. Может даже большую часть времени это скучно, когда ты находишь сигнал, подкапываешь, а там гайка, там болт, там какой-то осколок. Когда ты находишься взрывоопасный предмет, то это как тебя сразу, ну в общем, азарт сразу такой. Опа, нашел. Стоп, стоп! Останавливаю работу, можно сказать, всей команды. И зову тимлидера, только он принимает решение. Okay, Andrew, just ask Serge what he's found, please, mate.
Просто скажи, что ты нашел. Нашел хвостовик от мины. Tailpower butt from motor mine. Okay, perfect. Thanks, buddy. 25 meters, mate, and I'll have a look. Okay. Mortars? Mortar, yes. Yeah. Good. Fired. So, you can see here where it's been dropped. So you can see it's been fired. Obviously, in this case, it's perfectly safe to pick up and move. And if it houses explosives or fuses, then obviously we deal with it very differently. Ты просто понимаешь, что ты на какую-то маленькую часть своей работы, ты понимаешь, что ты очищаешь землю от всех этих предметов плохих, и они не навредят больше никому. One for this. Она делает вид, что она не уверена в себе, там она, может, типа, не знает. Я не планировала идти на повышение. При мне управляла офисом, людьми. У нее характер еще посильнее, чем некоторых мужиков. Я уверен на 100%, что она станет тем лидером. Что-то мне кажется. Помните, были маски, самая большая проблема наша, да? Так, Катя, пакет я не хочу на это смотреть. Дима, подержи. На. Что такое? Да мне ее жалко, пиздец, я не могу на это смотреть. Розвалюється Російська імперія. Головні події станом на цю годину. ПВК оголосили про офіційний початок громадянської війни. Вражки, уже, да? То есть, действительно, Так. у них переворот настолько? Вагнерівці вже в 80 кілометрах від Москви. Так що вражки вже переворот. Пусть посмотрят, как оно, когда тебя бомбят, когда солдаты бегают, стреляют. Ну, вообще, в целом, Денисов же папа россиянин. Денис тоже со своим отцом не общается. Категорически. Пока я ловлю рыбу сейчас, в этот момент, и буду кушать вкусную картошечку с мяском, а русские воюют с русскими. Удачи. Ukrainians and Russians are culturally and through family ties very close. But I heard several times about the difficulties within families, and these families were ripped apart basically because they couldn't understand anymore the other side. And it was just two very different versions of the story. Ну, я чаще всего общалась со своей тетей. Был уже такой критический момент, когда мы с ней окончательно разругались. У нее остался один единственный сын, и она хотела его отправить по контракту служить в Украину на войну. И было бы очень интересно, если бы мой троюродный брат приехал в Украину для того, чтобы убивать людей. После этого я категорически не захотела с ней общаться. Чтобы российский народ думали о том, что мы виноваты. Ну, нафиг эти новости просто читать. Аж голова просто болит от них уже, реально. Ситуация отвратительная. Война построена на лжи. Да. Научила, живи одним днем. Неизвестно, что будет завтра. А мы что? Мы все объединились, закалились, Да. стали сильнее, умнее. В этом наша и сила получается. Поэтому посмотрим, что там будет за пару дней, а может уже даже сегодня вечером. Мамуль, планируешь ли ты снова возобновлять такое плотное общение с нашими родственниками с Калининградской и Черняховской области? Ну, большая часть русских родственников от нас отказались. Я не собираюсь с ними возобновлять отношения.
Серега, иди распишись. Угу, спасибо. Скажи, каждый день такое делаешь, так станешь профессором. Старого мудрого воина. Сколько времени? 41, сейчас надо будет уже идти. Всем еще раз доброе утро. Доброе. Fully national teams. There's only a few international staff here, supervisors. I think there's 6 of us currently. I've actually had the transition of being the team leader and actually seeing some of the D-miners now progress to team leader level or even deputies. Кстати, ребята, касательно ваших детекторов, с которыми вы работаете, у всех детекторы корректно работают? Seeing them taking on that ownership and responsibilities and actually running the teams, which is really interesting and positive as well. Всем спасибо. У кого-то есть какие-то вопросы, предложения? Все, расходимся. Берите с собой свои вещи, что вам нужно. Ну, самое главное, проверьте, чтобы все было на месте. Да, с 1 августа мы уже как национальные тим-лиды. Так, сейчас. Я, в принципе, в целом довольна своей позицией заместителя тимлидера. До начала полномасштабной войны полигон Ягодное, то есть это поле использовалось местными фермерами для... Ну, это же все были полностью сельскохозяйственные угодья. Здесь в основном были гаражи с техникой, то есть вся эта площадка. Мы разговаривали с фермером. Они обратились в нашу организацию, чтобы мы быстрее, чтобы мы помогли им очистить землю, и они могли вернуться к своим засевам поля. То есть если смотреть на нашу карту, здесь, в этой зоне, был склад с боеприпасами, в который было попадание, и из-за этого произошел разлет по всей вот этой вот территории. Был большой взрыв, и все эти снаряды, взрыватели и взрывоопасные предметы разного назначения разлетелось на всю эту площадь. За вот этим вот складом там я нашла первый свой снаряд. Вот как раз когда этот склад заканчивается, там буквально в 5 метрах он лежал, самый мой первый. А сейчас, естественно, я себя чувствую увереннее. Вот сколько я работаю в ФСД, столько я и учусь. Ну, это есть локация, это поле, которое я тебе показывала на карте. Это здесь сейчас проходит очистка. В это время, когда я нахожусь с ребятами в поле, я также просматриваю, как они работают, делают ли они все правильно. Если у них есть какие-то вопросы, они меня могут позвать. Надя, можно тебя? Сигналы на ленте? Да, все верно. Ну, собственно, я для этого и нахожусь с ними постоянно на поле. Просто во время того, как я ходила, просматривала работу саперов, Илья позвал. Подожди, я тебя не слышу, сейчас подойду ближе. Я подошла, смотрю, ну, он делает эскавацию, и, очевидно, там уже был виден предмет, я... Зеленого цвета, походу, боеприпас. Угу. А как думаешь, какой это боеприпас? Не лезь в ямку. Возможно, граната. Хорошо, отходи на безопасную дистанцию 25 метров, я посмотрю. Хорошо. Тебе что-нибудь надо? Нет, у меня все есть, все. Момент фокусировки у меня абсолютно постоянный всегда. То есть ты должен быть сосредоточен на процессе, который ты выполняешь. Ты не должен отвлекаться на такие даже мысли, блин, как я устал, я уже не могу там, и тому подобное. Уровень качества моей работы зависит также и на мое эмоциональное состояние. То есть если я делаю все правильно, то есть для меня нет никакой угрозы. Если мы находим предмет, который идентифицируем как уже взрывоопасный и небезопасный к перемещению, то есть мы берем красно-белые вехи, забиваем квадрат, также обтягивая маркировочной лентой. Ты был прав, это граната РГД, то есть в данный момент я ее промаркировала. То есть гранату мы уже вылучим, мы передадим все это спецслужбам, они приедут, ее заберут. То есть самостоятельно мы предметы не обезвреживаем, мы их только передаем уже в службы, у которых есть на это разрешение.
Здесь не опасно? Нет, здесь уже все нормально, мы можем продолжать работать, но лучше всего, если ты будешь работать на соседней линии. Все, супер. Приступай. Все эти предметы, это то, что мы нашли уже конкретно на этом поле. Осколочно-фугасные и также минометные мины, в том числе осветительные. Это крышечки от «Града». Часть ракеты «Ураган». То есть это очень длинная такая ракета, которая начинена с боеприпасами. Если честно, я была бы очень рада, чтобы я этого всего не знала. Если бы не было войны просто-напросто, я бы в жизни никогда с этим не столкнулась. Я бы дальше занималась своим направлением. То есть мне нравился SMM-маркетинг, то есть это ведение социальных сетей. Поначалу я не думала на какой-то долгий период работать на такой работе, потому что я не воспринимала изначально это всерьез. Я начала это все изучать, интересоваться. И вот сейчас планирую дальше строить, как-то в этом себя реализовать. Это очень полезная работа, этим все равно кто-то, но должен заниматься. Направление разминирования – это очень важно, особенно в этот момент, чтобы люди могли дальше развиваться, как-то работать, эволюционировать, то же самое. Но, конечно же, в будущем мне бы хотелось какого-то карьерного роста, тоже, чтобы была там моя команда, но это в будущем. А я смотрю, вот это уже все закрыли, да? Это уже типа все, молодцы. У нас 2 женщины-тимлидеры. То есть Татьяна и Наташа, они прекрасно справляются со своей работой. Тут уже не так много. Что-то новое начали уже где-то здесь или нет? Я вот, смотря на их пример, я прекрасно понимаю, что почему бы и нет. Он пошел вот так. Они очень круто работают, я тоже когда-нибудь. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Якщо нема питань, то вдягаємося і йдемо на полігон. Нема питань. Вот, прошло время, и что-то, наверное, не знаю, был хороший урок, повод, пример мужа. Я, прониклась его жизнью и стала частью команды, повторюсь. И я понимаю, что это небезопасно, но я рядом с ним, он рядом со мной, мы друг друга поддерживаем. И надеемся, что таким образом мы поддерживаем не только друг друга, но и нашу страну. Потом смотришь, что вон мой горизонт, я там где-то там поле закончится, я ближе к тому, что я его очищу, и я не буду переживать именно за этот участок земли в дальнейшем. Мне жить на этой земле. Every piece of land that's cleared, every square metre of land that is cleared is one step towards that eventual clearance. Если мне нужно будет поехать на восток, я поеду на восток. Если нужно будет поехать на юг, я поеду на юг. А я буду делать эту работу. Да, мы так готовы, просто других вариантов не придумали. The people are great, you know, they've been through a lot. And what's kind of stuck out to me is their sort of determination to sort of just crack on with normal life as best they can. Я не знаю, как мы будем жить после войны, но именно сейчас мы вот живем. Да нет, я не сказал бы, что все отлично, но нормально, новая глава в жизни, и все равно эта война закончится, и нужно будет это все убрать. И кусочек за кусочком, и будет, как говорится, в мире лучше. Мы трудолюбимые, мы отстроим все. И вот этого времени ожидания, то есть когда это все закончится, когда это все остановится, но нужно куда-то двигаться, нужно куда-то развиваться, что-то делать для того, чтобы эту ситуацию изменить в лучшую сторону, потому что, несмотря на весь ужас, который происходил, я живу достаточно неплохо. Но есть люди, которые потеряли абсолютно все, они потеряли дома, они потеряли семьи, они потеряли друзей, близких, то есть и то, что вот мы занимаемся разминированием, это хотя бы один из шансов как-то создать свое безопасное и здоровое общество для того, чтобы мы могли жить дальше и развиваться. Пошаговое.